Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерикон для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание запахам, которые могут ни с того ни с сего появиться в вашем доме, на что вам обязательно стоит обратить внимание, потому что именно такие запахи могут принести вам негативные изменения в вашу жизнь, а также это могут являться и подсказками для вас. Очень важная и ценная информация, друзья, поэтому мы рекомендуем всем просмотреть это видео от начала до конца. Дом – это такое место, где вам находиться должно быть уютно и комфортно, куда вы с удовольствием возвращаетесь после рабочего дня или длительной поездки. Дом наделяет вас силой и энергией для свершения важных дел. Придя домой, вы расслабляетесь, наслаждаетесь тишиной, получаете удовольствие от отдыха, строите свои планы на завтрашний день. А также в доме царит порядок, взаимопонимание, вас любящая и заботливая вторая половинка. В такой дом, где приятная и теплая обстановка, любят приходить родные и друзья, с удовольствием принимая приглашение на чашку чая или же отметить вместе какой-либо праздник. Но если вы вернулись домой и у вас не возникает вот таких вот ярких эмоций, то стоит задуматься, а почему это так? Нежелание возвращаться в собственный дом – главный признак того, что в доме поселилась плохая энергетика. Да и те, с кем вам было комфортно, перестали принимать ваше приглашение, стали стороной обходить ваш дом. Нежелание родных и близких указывает на то, что скопление негатива разрушает энергетику вашего дома. Дом с высокой концентрацией негатива перестает подпитывать вас, ваши силы, и вы все чаще чувствуете усталость, возникают проблемы со сном, появляется где-то нервозность и апатия. Негативная энергия – это не сажа на руках, чтобы ее можно было увидеть, но почувствовать это можно. На смену взаимопониманию, уважению приходят ссоры, какие-то недомолвки, так как плохая энергетика вытесняет из дома все позитивное и светлое. Она меняет атмосферу в доме, а обстановка накаляется, и это все передается живущим в этом доме. Если вы поняли, что в доме присутствует негатив, сразу же возникает вопрос, а откуда он в нем? Что влияет на энергетику дома? Мы знаем, что все, что нас окружает, наделено определенной энергетикой. Но откуда тогда берется негатив, если в доме идеальный порядок, все вещи на своих местах, нет посуды со сколами и трещинами, работает вся техника, окна и зеркала сияют чистотой? Но мы с вами упустили из виду то, какие запахи наполняют наш дом. Ведь они в себе несут как положительные, так и отрицательные энергии. Запах сырости говорит о том, что в доме поселился достаточно сильный негатив, вызванный плесенью или грибком. Соответственно, он плохо влияет на ваше самочувствие, настроение, деловые качества, вызывая повышенную тревожность, желание покинуть и не возвращаться в свой дом. Запах сырости говорит не только о том, что в помещении повышенная влажность, плохая вентиляция, проветривание, но и о том, что в таком помещении закрыт доступ для поступления светлых энергий. Все это создает благоприятные условия для того, чтобы негативная энергия приумножалась и начинала оказывать влияние на живущих в этом доме. Поэтому для этого нужно приложить все силы, чтобы избавиться от сырости, которая несет вред вашему здоровью и вашему энергетическому полю. Помимо всего этого, плесень, грибок несут в себе энергетику зла, способные привлекать ко всему еще и в дом темные сущности, так как энергетика черноты притягивает к себе подобное. Если дать им поселиться в доме, то бед не избежать. Подпитываясь энергетикой человека, они будут высасывать все жизненные силы, разрушать биополе. К чему это приведет, нетрудно догадаться. Первым делом вам нужно обратить внимание на воздухообмен, так как регулярно проветривая помещение, вы устоявшийся воздух с плохой энергетикой замените на свежий, который несет в себе светлые и сильные энергии.
Во-вторых, попытаться устранить причину такого явления. Может быть, где-то что-то протекает, создавая повышенную влажность. Чаще всего плесень и грибок начинают развиваться в ванной, на кухне, в туалете. Для того, чтобы избавиться от запаха сырости, нужно избавиться от плесени и грибка. Они сами по себе не уйдут, и, соответственно, негатив не покинет ваш дом. Поэтому места, где они поселились, нужно вручную очистить. Если вы обнаружите плесень, грибок на кухне, который отвечает за денежные энергии в доме, то это грозит еще и тем, что начнутся проблемы с деньгами у всех домочадцев. Есть вероятность того, что безденежье надолго поселится у вас. Для этого вы можете использовать соду, столовый уксус, порошок, либо специальные средства, купленные в магазине. Когда вы будете очищать места от плесени и грибка, обязательно проговаривайте такие слова: «Черный негатив убираю, распространиться ему не позволяю. Вода мне в этом помогает, энергетику зла смывает, место светлым энергиям освобождает, зло впитает в себя и недалеко унесет от меня». И, друзья, далее еще скажите: «И унесет далеко в поля, где не ступает ничья нога». Когда вы берете черноту, можно использовать ароматические средства, как натуральные, например, эфирное масло лимона, масло апельсина, сосны, лавра, такие освежители воздуха, которые несут в себе энергии добра и света. Обстановка в доме после проделанного значительно улучшится, а со временем и вовсе восстановится положительная энергетика в доме. Если вы сделали ремонт и купили новую мебель, а ваш дом наполняется какими-то резкими запахами летучих органических соединений, которые способны причинить немалый вред вашему здоровью, а также нарушить вибрации поступления энергии в дом, не стоит не обращать на это внимания, так как этот запах несет в себе негатив, способный оказать вредное влияние на ваш организм, отравляя и разрушая его. Если у человека слабое биополе, это может активизировать у него хронические заболевания или притянуть, как вариант, новые, о которых ранее он и не подозревал. Это будет сопровождаться стрессовыми ситуациями, депрессиями, в голове появятся мрачные мысли. Решив проблему, можно только изменением энергетики в доме. Для этого прежде всего нужно открыть окна как можно подольше. Зажгите свечи, пустите светлую энергию извне, солнечные лучи. Если это ремонт, если это новая мебель, то откройте в такой момент все дверцы на мебели, чтобы воздух вошел вовнутрь вашей мебели. Затем возьмите воду, добавьте в нее соль и промойте все ящички, полочки. Когда будете это делать, нужно обязательно проговаривать следующие слова. Соль все плохое в себя вбирает, вода по дому этому распространиться не позволяет, запах вредный из дома уберут, светлые энергии в него привлекут. После проделанного положите на все полочки, во все ящички мешочки с ароматными травами или с чаем. Кофе с кожурой цитрусовых, апельсина, мандарина, лимона. Когда они высохнут или по истечению 7 дней, смените на свежие, а те вынесите подальше от дома и выбросите. Запах после этого быстро исчезнет, не причинив вам вреда. Если в вашем доме появился запах сточных вод, то есть канализации, то знайте, что это очень большие проблемы пришли в ваш дом. В вашем окружении есть человек, который вам завидует. А ваши успехи, занимаемая должность, ваши дружеские, полные любви семейные отношения не дают такому человеку спокойно жить. Он сам хотел бы так жить, как вы живете. Но черная душа не притягивает в его жизнь светлой энергии. Только злобой и ненавистью наполнено его сердце, поэтому стоит пристально приглядеться к людям, которые вас окружают. Если запах незначительный, не очень сильный, то от него поможет избавиться такой простой, но действенный ритуал. Для этого возьмите пучок лавровых листьев, белую свечу, металлическую емкость, желательно будет, если это его проведение именно этого ритуала совпадет с убывающей луной. Но если на данный момент нет убывающей луны, все равно проведите. Практика достаточно сильная сама по себе. Итак, зажигаем свечу, от нее подожгите лавровые листья в емкости. Когда они начнут хорошо дымить, вы почувствуете запах лавра.
Далее возьмите свечу в левую руку, а емкость с лавровым листом в правую. Итак, обойдите трижды по часовой стрелке ваш дом, проговаривая такие слова: зависть в дом пришла, проблемы принесла, ей противостою я, огнем негатив выжигаю, посыл зависти назад отправляю. Дым лавра по дому растекается, энергетика его очищается, все плохое из дома уйдет, на его место добро, благополучие и счастье придет. Среди завистливых людей может оказаться как ваша подруга, коллега, соседка, а то и совсем родственная душа. После проделанного запах уйдет, энергетика восстановится, но завистник даст о себе знать. Если вам будет постоянно попадаться надоедливое лицо кого-либо из вашего окружения с просьбами или навязчивым желанием оказать вам помощь в чем-либо, присмотритесь к такому человеку. Ничего в жизни, запомните, не происходит просто так. Может быть и такое, что вы проделали ритуал, а запах не только не ушел, а стал еще более сильным. Чем больше вы будете соприкасаться с негативными потоками энергии, которые излучает запах нечистот, чем большую порцию негативных эмоций получите в свою жизнь, а вместе с ними и сильный удар по своему биополю, что закончится неблагоприятными обстоятельствами и проблемами со здоровьем. Здесь нужно очень серьезно подойти к этому вопросу, так как темные сущности поселились в вашей канализации. Что же делать в таком случае, вы зададите вопрос. Во-первых, постарайтесь тщательно прочистить канализационные трубы от того, что могло на них осесть, так как это очень хорошее место для того, чтобы там водились и размножались темные силы, принося вам вред. Для этого возьмите соду и уксус, полстакана соды засыпьте в сливной проем, затем влейте уксус, стакан где-то, закройте тряпкой сливной проем и примерно на 2 часа оставьте это. Когда пройдет время, откройте сливной проем и промойте горячей водой. Если не поможет, проделайте это еще раз. При этом вам нужно проговаривать постоянно следующие слова: «Дом от темных сущностей избавляю, астральную связь разрываю, чтобы дом мой оставили в покое, чтобы живущие не знали в нем более». После проделанного запах уйдет, но нет вероятности, что он больше не вернется. Почему? Потому что изначально энергетика дома была подвержена влиянию темных энергий. Поэтому лучше проделать полную энергетическую чистку дома по всем правилам, применив для этого все силы, знания и умения. Если вас стал преследовать запах тухлых яиц, и если этот запах появился на кухне, это может быть сигналом того, что происходит утечка газа. Если вы все проверили и не нашли утечку газа, то здесь уже проблема иного характера. Обратите внимание на то, какой порядок у вас в доме. Все ли лежит и стоит на своих местах? Содержится ли кухня в чистоте? Нет ли на кухне битой посуды? Нагромождение пустых бутылок и банок? Вся ли техника в рабочем состоянии? Как выглядит ваш стол и что на нем стоит? Находится? Как вы относитесь друг к другу? Добрые ли отношения между живущими в доме? Так как появлением такого запаха ваш хозяин дома может указывать на то, что не все у вас в порядке и обстоят все не так уж благополучно, и здесь он учит вас уму-разуму. Если не предпринимать никаких действий, он может обидеться и уйти от вас, оставив вас без своего покровительства и защиты. Поэтому стоит пересмотреть то, что происходит у вас в доме. Проверьте тщательно, или вы соблюдаете все правила, чтобы потом не столкнуться с более серьезными проблемами, чем просто запах тухлых яиц. Далее, друзья, вы зашли в дом и ощутили, что пахнет жареной рыбой, хотя вы давно не имели и не готовили рыбу в доме. Конечно же, это нельзя оставить без внимания. Обратите внимание на проводку, выключатели, электроприборы. Если же все в порядке, то откуда же запах? Здесь Вселенная посылает вам подсказку в виде такого запаха, чтобы вы обратили внимание на свою личную жизнь. Правильные ли мысли в вашей голове? Какие у вас желания, внутреннее состояние? Возможно, вам нужно изменить свое мышление, избегать проявления агрессии, недовольства, прекратить чрезмерно кого-либо критиковать,
Постараться отпустить обиду, которая мешает вам спокойно жить. Отпустить прошлое, чтобы оно не мешало вам двигаться вперед. Постарайтесь наполнить свою жизнь реальными планами, желаниями. Перестаньте витать в облаках. А возможно, вы сильно отклонились от своего жизненного пути и идете совсем не туда. Здесь вам стоит проанализировать, осмыслить и избавиться от того, что мешает вам придерживаться правильного пути. Неприятные запахи в вашем доме не возникают без веской на то причины. К этому нужно подходить со всей серьезностью, принимая подсказки Вселенной во внимание. Периодически проводите практики, ритуалы по очистке энергетики вашего дома. Поджигайте для этого энергетические сильные травы. Это и базилик, это лаванда, это мята, чабрец, это розмарин, полынь, лавровый лист и много-много других есть трав. Окуривайте ими дом. Их аромат наполнит дом свежестью, притянет в него светлой энергии и также защитит от негатива извне. Старайтесь как можно чаще зажигать свечи. Их огонь способен изгонять злые сущности, попавшие по какой-то причине в ваш дом, наделять вас хорошими энергиями, а также обязательно следите за чистотой своего дома. Чистый дом имеет здоровую энергетику, способную вас защитить от всего плохого. Ведь недаром наши предки учат нас, что дом – это наша крепость. Используйте, друзья, эти знания себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Обязательно ставьте лайк этому видео. Таким образом, между нами происходит энергообмен. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, хорошего дня. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.